Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня расскажу и покажу, как я вязала штанишки для Барби. Барби не совсем стандартная пышечка, но по этому принципу штаны на любую куклу. Вязала я из хлопка, брала хлопок имени Кирова комбината. Крючок использовала для набора петель первоначального 2,5 мм, для того, чтобы у меня не стягивался край. А уже для основного полотна использовала крючок 1,25 мм. Схему вот прилагаю. Итак, я набираю цепочку из воздушных петель. Вы набираете по длине изделия, то есть от талии до нужной вам длины. Я набрала 40 воздушных петель крючком 2,5 мм. Далее буду продолжать вязание крючком 1,25 мм. Набрала цепочку 40 воздушных петель, цепочка равна длине штанов. И перехожу на крючок 1,25 мм. Вязать буду столбиками без накида. Самый первый ряд вяжу столбики без накида в каждую петлю цепочки. В третью петлю от крючка ввожу крючок и провязываю столбик без накида. И далее буду провязывать в каждую петлю цепочки столбик без накида. Так буду вязать до конца ряда. Далее со второго по 14 ряд буду вязать одинаково. Буду делать в начале ряда воздушную петлю подъема, а далее все остальные петли буду провязывать столбиками без накида за заднюю стенку. Напомню, так будем вязать по 14 ряд. То есть в каждую петлю основания буду вводить крючок за заднюю стенку и провязывать столбики без накида. Все очень просто.
И далее переходим к третьему ряду. Все то же самое. Воздушная петля подъема и вяжем столбики без накида за заднюю стенку. Таким образом, с 1 по 14 ряд у нас получается вот это расстояние 6 сантиметров. То есть вот это уже расстояние 6 сантиметров из схемы мы уже связали. А теперь нам надо связать оставшуюся шаговую часть. То есть 15 ряд мы не довязываем 10 петель. Вы смотрите, сколько у вас получится. Приложите к кукле. У меня вот 10 петель. И далее уже поворотными рядами 4 ряда я также вяжу столбики без накида и за заднюю полупетлю. То есть с 15 по 18 ряд вяжу укороченные ряды. У нас должна получиться вот такая деталь. Таких деталей надо связать 2 для того, чтобы получить штанишки. Вот готовы 2 детали. Нам нужны детали симметричные. За счет того, что узор двухсторонний, вяжем мы детали одинаково. Обратите внимание при сборке то, что детали должны зеркально друг другу отображаться, чтобы у вас не получились одинаковые штанины на одну ногу. Так, складывать будем вот таким образом. Сейчас у меня здесь лицо, то есть лицо к лицу складываю. И вот здесь проложу шов. Можете сшить иголкой, я буду делать столбиками без накида. Вторую штанину буду делать то же самое. Также лицо к лицу складываю пополам. И вот здесь делаю шов. У нас получится 2 штанины. При такой раскладке деталей у нас штанины получаются разные, на разные ноги. Еще раз напомню, шов я это делала столбиками без накида. То есть соединяю края детали столбиками без накида. Теперь собираем изделие. Одну деталь, одну штанину выворачиваем на лицо, другую оставляем на изнанке. Теперь, которую мы выворачивали на лицо, вставляем вовнутрь той штанины, которую мы не выворачиваем. То есть мы складываем детали лицо к лицу для того, чтобы проложить шаговый шов. Вставили штанину одну во вторую. И теперь вот такой шов проложим. И штаны у нас будут практически готовы. Вот такие штанишки получаются. Я решила еще сделать обвязку на поясе и внизу штанин. Покажу, как я ее делала. Получается красивый зубчатый край и законченное изделие. Так, ввожу крючок, вытягиваю петлю. На крючке 2 петли, оборачиваю рабочей нитью эти 2 петли и провяжу их вместе. Снова ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю рабочей нитью эти 2 петли и провяжу их вместе. Так и продолжаем дальше провязывать до конца и получаем красивый зубчатый край. Изделие у нас будет смотреться законченным. Обвязка напоминает рачий шаг. Вот я уже примерила на куклу. Вот так они будут смотреться. Ну, получились практически на талии. Можно, если не устроить такой вариант, еще надвязать резинку. Но, в принципе, они не сваливаются, сидят хорошо.
Вот такие брюки на Барби получились у меня. Творческого вдохновения вам. До новых рукодельных встреч!